Здравствуйте, друзья! Меня зовут Алексей Пичи. Сегодня у нас уже 6 ноября на календаре, и я предлагаю сегодня обсудить с вами то, как Америка готовится к промежуточным выборам и как вообще все это отразится на Украине. До промежуточных выборов в Конгресс США остаются буквально считанные дни, и все острее становится вопрос, а не уменьшит ли помощь Украине США, когда республиканцы получат большинство и в Палате представителей, и в Сенате. И вот советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан уверяет, что никаких изменений в этом вопросе не произойдет. Но в последние дни перед выборами риторика протрамповского крыла по отношению к Украине становится все более критичной. Все больше голосов республиканцев кричат об изоляционистской политике, то есть больше внимания Америке и меньше помощи Украине. Что ж, давайте сейчас вместе выясним, а что же может измениться после этих промежуточных выборов в США в отношении Украины, и обсудим вообще сам избирательный процесс, как это все происходит, кого в этот раз выбирают, в каких штатах и так далее. И обсудим с вами заявления, которые раздаются на американских митингах, причем как со стороны республиканцев, так и со стороны демократов. Постараюсь в этом выпуске максимально подробно по полочкам разобрать полностью эти промежуточные выборы и то, как они повлияют на Украину. Начну с того, что накануне Киев неожиданно посетил советник Белого дома по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан. И горячие головы даже успели предположить, что Салливан привез в Киев идеи переговоров с россиянами. Мол, на фоне все большей вероятности победы республиканцев на выборах, США ищут скорый выход из этой войны. Впрочем, по первым же словам, Салливан этот тезис разрушил и заявил, что о переговорах пока говорить некорректно. Почему? Потому что Россия к ним не готова, а Украина и Запад никогда не пойдут на те условия, которые предлагает сегодня Москва. Приведу цитату Джейка Салливана. Если переговоры с Россией состоятся, то они должны проходить только с участием Украины. Но пока Россия выдвигает неприемлемые условия для диалога. Если вы посмотрите на заявления, сделанные разными российскими чиновниками, то все они начинаются с того, что Россия оставляет за собой те территории, которые она аннексировала. По-моему, это неприемлемо. И это неприемлемо также в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций, который не разрешает захват территорий силой. Основной тезис этих переговоров – как выглядит справедливый мир и как его можно добиться. Если посмотрите на российские действия, аннексию территорий, то это не слишком подталкивает к переговорам. На наш взгляд, нам с мировым сообществом нужно поддержать Украину и определиться с условиями справедливого и долгого мира с учетом устава ООН. Это то, что мы будем поддерживать. То есть никаких призывов к переговорам. Наоборот, в то время как Салливан находился в Киеве, Пентагон объявил о новом пакете военной помощи, который включает в себя 90 модернизированных танков Т-72, 250 бронетранспортеров М1117, 40 бронированных катеров и 1100 дронов Феникс Гоуст. Не очень-то похоже на попытку усадить Киев за стол переговоров. Не правда ли? Идем далее. Вместе с тем, Салливан заверил, что даже после выборов в Конгресс и несмотря на их результаты, Украина может оставаться уверенной, что ослабление помощи со стороны США точно не произойдет. И как доказательство этого тезиса, Салливан приводит в пример визит двух сенаторов от республиканской и демократической партии в Киев, которые приехали, чтобы выразить свою дальнейшую поддержку. Опять-таки приведу цитату Джейка Салливана. Я уверен, что поддержка Украины со стороны США будет твердой и решительной, и я не говорю, что это вероятно, это точно будет. Я верю в это, и президент Байден верит в это. Подобной точки зрения поддерживаются и конгрессмены. Сегодня в Киеве в разговоре с президентом Зеленским и главой его офиса Ермаком я изложил некоторые подробности того, как мы это будем делать, а также как мы планируем обеспечить наличие ресурсов, которые смогут подпитывать украинскую экономику, восстанавливать энергосистему, помогать переселенцам и покрывать другие гуманитарные нужды. То есть, со слов Салливана, абсолютно ничего не изменится, потому что в Белом доме есть определенные предохранители, как преодолеть несогласие отдельных республиканцев, которые все-таки могут прийти к власти. И как один из примеров, это, например, тот пакет
финансовой и военной помощи, которые хотят демократы принять в Конгрессе уже в декабре на 50 миллиардов долларов, ну и механизм ленд-лиза, по которому Байдену не нужно просить какого-то разрешения у Конгресса на предоставление оружия Украине. Но, знаете, риторика некоторых республиканцев, в частности трампистов, вообще не коррелируется с вот этим утверждением Салливана о том, что, мол, ничего для Украины не изменится. Особенно в последние дни перед выборами. Итак, давайте сейчас погрузимся в американскую эту предвыборную гонку и попытаемся ответить, так изменится поддержка или не изменится. Начну с того, что как вообще работают эти выборы в Соединенных Штатах Америки. Сейчас будут проходить выборы и в Палату представителей, и в Сенат. То есть промежуточные выборы в обе палаты Конгресса. Уже 8 ноября американцы переизберут 34 из 100 сенаторов. Это будут сенаторы так называемого третьего класса или сенаторы третьей группы. Это, кстати, очень интересная система выборов, потому что сенаторы избираются на 6 лет. Но обновление Конгресса происходит раз в 2 года. Как этого добиться? Именно вот эти промежуточные выборы и позволяют это делать. Если очень просто, то 100 сенаторов делятся на 3 класса. Сроки полномочий, которых распределяются таким образом, что раз в 2 года избираются сенаторы одной из групп и происходит обновление Сената. Сенаторы третьего класса, которых изберут на этих выборах, будут оставаться у власти до 2029 года. Потому что к власти они приходят официально только 3 января 2023. Но уже через 2 года состоятся следующие выборы, переизбрание первого класса, еще через 2 года переизбрание второго класса и так далее. Соответственно, в США не избирается состав Сената один раз в 6 лет. Нет, он каждые 2 года обновляется. Ну и что касается Сената, то он сейчас разделен поровну, что бывает крайне редко. То есть 50 голосов сейчас у демократов и столько же 50 у республиканцев. Решающий голос сейчас принадлежит вице-президенту Камале Харрис, которая возглавляет заседание Сената. То есть если демократы и республиканцы голосуют так, что происходит ничья, 50 на 50, 50 за, 50 против, то решающий голос остается за Камалой Харрис. По сути, у демократов на 1 голос больше. А таким образом, в сенатской гонке потеря демократами даже одного штата означает потерю контроля во всей верхней палате Конгресса. А значит, это порождает огромные проблемы для демократов и администрации Байдена в целом. В тот же день, 8 ноября, будет избран еще и 118-й Конгресс США. Здесь никаких классов нет. Это, по сути, формирование нового состава Палаты представителей. Так что выборы одновременно будут проходить во всех 435 округах Конгресса в каждом из 50 штатов США. И вот в этом и есть опасность для демократов, потому что промежуточные выборы считаются фактически таким себе референдумом о доверии партии, которая находится при власти. То есть промежуточные выборы в Конгресс, как правило, через раз происходят посреди президентского срока. И вот на этот раз наиболее вероятный результат выборов в Конгресс — это потеря демпартией большинства. А партия действующего президента на самом деле почти всегда теряет места на промежуточных выборах, ну а размер потери обратно пропорционален рейтингу президента. Это, по сути, аксиома электорального устройства Соединенных Штатов Америки. И вот сейчас соцопросы свидетельствуют о том, что шансы на победу именно республиканцев составляют 85%. Об этом свидетельствуют данные платформы 538, хотя здесь тоже интересная история, потому что, как пишет издание Axios, каждые выборы они приносят сюрпризы. Например, всего 2 года назад казалось, что у республиканцев большой подъем, но тогда они не смогли получить большинство мест в Палате представителей, хотя тогда Дональд Трамп все еще был на волне своей популярности. Итак, прогноз 538 предполагает борьбу за Сенат, которую уже охарактеризовали мертвой борьбой. Почему? Потому что у республиканцев есть все шансы на победу, 85%. А вот демократы сталкиваются с падением рейтингов президента Байдена, высоким уровнем инфляции, которые, конечно же, республиканцы сразу же используют в качестве аргумента на митингах против своих оппонентов. Но
Как говорится, любая закономерность может давать сбой. Я выше сказал, что уровень одобрения президента всегда коррелируется с рейтингами кандидатов в Сенат от его партии. Но не в этот раз. В настоящее время существует 4 решающих штата, результаты голосования в которых определят окончательную победу. Это штаты Аризона, Джорджия, Невада и Пенсильвания. Так вот, согласно последнему опросу New York Times, во всех этих 4 штатах рейтинги демократов опережают рейтинги Байдена. То есть здесь прямой привязки не произошло. Более того, 3 из 4 штатов готовы отдать голоса именно за демократов. Это полностью меняет расстановку сил в Сенате в пользу демократической партии. Но и это еще не все. В Неваде, в 4 штате, нет преимущества ни одного из кандидатов. Ни республиканца, ни демократа. Они набирают одинаковое количество голосов. Приведу цитату New York Times относительно этого опроса. Опросы в 4 штатах, которые, скорее всего, определят контроль над Сенатом. Пенсильвания. Демократ Джон Феттерман, 49 голосов. Мехмед Оз, республиканец, 44 голоса. Аризона. Марк Келли, демократ, 51. Блейк Мастерс, республиканец, 45. Невада. Адам Лаксальт, республиканец, 47. Кэтрин Кортен Маста, демократ, 47. Джорджия. Рафаэль Уорнок, демократ, 49. Гершер Уокер, республиканец, 46. В общем, это достаточно хороший набор цифр для демократов. Если они выиграют 3 из 4 мест в Сенате, они получат Сенат. Здесь они лидируют в магической тройке из 4, оставаясь высококонкурентными в 4 штате. И вот сейчас как раз идет борьба за вот эти 4 штата. Да, демократы понимают, что, скорее всего, палату представителей они теряют. А поэтому главная борьба для них сейчас именно за Сенат. И вот здесь самое важное. Республиканцы сейчас надеются, что разочарование избирателей по состоянию страны позволит им победить. Они сосредоточились на вопросах экономики, роста преступности в отдельных регионах, борьбе администрации Байдена с наплывом миграции на южной границе и так далее. То есть, все это республиканцы называют главными вызовами Америки, и все это сосредоточено внутри Америки. Это такой изоляционизм. То есть они готовы заниматься только внутренними проблемами Америки и призывают больше внимания уделять именно этим вопросам, а не вопросам поддержки Украины. Вот это главный момент, почему отдельные трамписты говорят о том, что Украине помогать не нужно. Потому что они апеллируют к тому, что нужно заниматься своими вопросами внутренними. И говорят о том, что демократы этим не занимаются, отвлекаясь на Украину. У демократов есть свой козырь в рукаве, это апеллирование к тому, что республиканцы, в частности сторонники Дональда Трампа, это чуть ли не экстремисты. Почему? Потому что Дональд Трамп и его роль в нападении на Капитолий 6 января 2020 года дали демократам огромнейший повод, чтобы привязать своих оппонентов к экстремизму. Мол, если вы не хотите, чтобы это повторилось, не голосуйте за республиканцев. И вот сегодня, когда мы с вами обсуждаем эти американские выборы, и Джо Байден, и бывшие президенты Дональд Трамп и Барак Обама являются хедлайнерами митингов за своих кандидатов как раз в тех вот 4 штатах, которые мы называли с вами решающими. Так что все, как говорится, может измениться. К тому же, согласно исследованиям, например, предвыборные опросы общественного мнения на выборах 2020 года были признаны наиболее неточными за последние 40 лет. Что касается поддержки Украины в случае победы республиканцев, то здесь могут возникнуть проблемы только в том случае, если в обе палаты Конгресса зайдет очень много трампистов. Очень много. Потому что они наиболее токсичны. И именно они кричат на митингах о том, что не стоит помогать Украине, лучше сосредоточиться на внутриамериканских вопросах, а до Украины им нет дела. В частности, главный пример такой позиции это Кевин Маккарти. Это глава республиканского меньшинства в Палате представителей, который заявил о том, что нужно пересмотреть вопрос помощи Украине и не выписывать им чистый чек. Кроме того, накануне придерживающаяся крайне правых взглядов конгрессвумен от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин пообещала вообще прекратить поддержку Украине, если республиканцы победят на этих промежуточных выборах в Конгресс. Мол, Америка важнее Украины.
приведут статую Марджори Тейлор Грин. Демократы открыли нашу границу настежь, но единственная волнующая их граница – это Украина, а не южная часть Америки. При республиканцах Украине не достанется ни цента. Наша страна важнее. The only border they care about is Ukraine, not America's southern border. Under Republicans, not another penny will go to Ukraine. Our country comes first. Ну или другой пример, о котором вы вряд ли слышали. Это конгрессвумен Тулси Габбарда, которая в прошлом месяце со скандалом вышла из Демократической партии и теперь активно агитирует за республиканцев. По сути, перешла на сторону Республиканской партии. И трамписты радостно ее приветствуют на собственных митингах, утверждая, что ее выход из Демократической партии как раз подтверждает их тезис о том, что демократы перешли уж слишком далеко влево. И все бы ничего. Но Габбард в свое время, например, просто парочка фактов из ее биографии, встречалась с Башаром Асадом. Или в начале этого года, уже когда произошло полномасштабное вторжение России в Украину, Габбард обвиняла США в том, что именно Белый дом спровоцировал Путина на вторжение в Украину. То есть полностью повторила слова Дональда Трампа. Итак, здесь можем подытожить, почему, точнее, что изменится после выборов и действительно ли Украина будет меньше получать поддержки. Здесь я могу сказать твердо, что поддержка Украины не пошатнется, а возможно даже увеличится. При всем при том, что республиканцы с большой долей вероятности возьмут большинство в Палате представителей. Почему так? Берем республиканскую партию, и если мы внимательно на нее посмотрим, то поймем, что, например, в рядах этой партии есть прекраснейшие республиканцы. Митч МакКоннелл, Митт Ромни, Майк Помпео, Майк Пенс, кстати, который был вице-президентом Дональда Трампа, но сейчас говорит о том, что ни в коем случае нельзя Трампа выставлять как кандидата на пост президента от республиканской партии в 2024 году. Он сам подумывает пойти на эти выборы. Вот как минимум эти республиканцы, которых я перечислил, они полностью на стороне Украины, и Митч МакКоннелл наоборот критикует этих трампистов, заявляя о том, что нельзя так высказываться в адрес Украины. Следовательно, мы приходим к выводу, что республиканская партия, она не однообразна. В ней есть трамписты, но в ней есть еще и прорейгановское крыло. Все-таки Рональд Рейган сыграл большую роль в республиканской партии. Так вот это прорейгановское крыло, оно настроено наоборот, на еще большее увеличение помощи Украине. И они критикуют Байдена не потому, что он в целом помогает Украине, а потому, что он мало помогает Украине. Так вот это прорейгановское крыло, оно намного больше. Соответственно, моделируем ситуацию, в Палате представителей у нас получается меньшинство демократов и большинство республиканцев, внутри которых большинство прорейгановского крыла. Соответственно, при любом голосовании за какие-то законопроекты в отношении Украины мы получим, не так как сегодня, тотальное большинство, но тем не менее мы получим условные 2/3 голосов. То есть в любом случае поддержка демократов плюс прорейгановского крыла республиканской партии дает нам большинство наших сторонников в Палате представителей. Что касается Сената, как я уже сказал, скорее всего демократы все-таки сохранят за собой большинство. Более того, и республиканцы, и демократы не прислушиваются к мнению электората. И вот опрос Reuters, проведенный в начале октября, показал, что 73% американцев считают, что США должны поддерживать Украину. Более того, есть еще одни очень интересные цифры. Дело в том, что после 10 октября, когда Россия начала наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины, сторонников тех, кто поддерживает идею увеличения именно военной помощи Украине, среди американцев стало больше. Если в сентябре тех, кто поддерживал поставки оружия Украине,
было 51% американцев, то после 10 октября таких стало 66%. Идем дальше. Если мы допускаем и моделируем ситуацию, в которой республиканцы, а точнее трамписты, прямо-таки захватывают тотально власть, и действительно в Конгрессе США начинают блокировать любую помощь Украине. Что происходит тогда? На этот счет есть у нас два предохранителя, которые обеспечивает себе Байден. Предохранитель номер один. В декабре, когда еще новый состав Конгресса не придет к власти, Конгресс будет голосовать за оборонный бюджет США, в который будет вписан пакет помощи Украине на 50 плюс миллиардов долларов на следующий год. То есть, условно, даже если трамписты захватывают власть, все равно у Байдена остаются инструменты 50 плюс миллиардов долларов. Кроме того, не забывайте об инструменте под названием Ленд-лиз. При Ленд-лизе Байдену вообще не нужно просить какого-то разрешения у Конгресса на поставки оружия в Украину. Ну и напоследок, хочу развеять еще одну очень важную манипуляцию, которую распространяют именно сторонники Дональда Трампа. Звучит она так. Авторами Ленд-лиза являются республиканцы. Байден, наоборот, тормозит этот процесс. Далеко ходить не будем. Я просто открываю сам законопроект, который подавался в Сенат, и смотрю, а кто же был автором и кто подавал этот закон о Ленд-лизе. Так вот, читаем. Закон о Ленд-лизе в защиту демократии в Украине был внесен в Сенат сенаторами Джоном Корнином, республиканец, и Беном Кардином, демократ, в соавторстве с сенаторами Роджером Уикером, республиканец, и Жанной Шахин, демократ. Я думаю, на этом с этой манипуляцией можно закончить. Это совместный законопроект, к которому приложились и демократы, и республиканцы. Поэтому, подытоживая, при любом раскладе, что бы ни произошло, какие бы результаты выборов в США не были, поддержка Украины как минимум не уменьшится. Не уменьшится. Она как минимум останется такой же, какой она есть по состоянию на сегодня. Вот, я надеюсь, мне удалось разложить это максимально по полочкам. Вас попрошу, поставьте лайк этому видео, пишите любой ваш комментарий, подпишитесь на мой YouTube канал. Ну и если вы считаете мою работу важной и необходимой, вы можете поддержать мой YouTube канал финансово. Вы можете стать спонсором YouTube канала Алексей Пичи, прямо здесь на платформе YouTube, нажав на кнопку «Спонсировать», или же в более традиционный способ с помощью PayPal, Patreon и других реквизитов. Все они в описании к этому видео. На этом все. Всем спасибо. Всем пока.